Как вы относитесь к Владимиру Владимировичу? Хорошо. Отлично. Президент хороший очень. Еще бы дороги везде починил бы, так вообще супер был. Сегодня неожиданно вдруг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неожиданным визитом в Киев. Как вы считаете, возможно ли такая ситуация, что НАТО вступит в открытое противостояние с нашей страной? Так уже по факту вступила как бы. Ждем теперь, когда ракета прилетит. А чем это нам грозит? Да ничем особо. А чем это Чесаться может начнем. По поводу новости. Сегодня генеральный секретарь НАТО... Ой, не надо нам приехал... это, пусть он там поехал куда хочет. Вот, представляете, да. И вот я хотел узнать, возможно ли такая ситуация, что НАТО вступит в борьбу с нашей страной открыто? Они и так уже давно вступили, и не один год. А мы были дураками, 30 лет стремились в НАТО. Ага. Все, я А понял. теперь вдруг умными встали. Да они что, дураки? Я считаю, что не нападут. А почему? Ну, потому что это же как бы всем понятно. Зачем нужно развязывать какую-то... Это им не Ирак, там, не какая-то, не знаю, африканская страна, там, это Россия. А это очень опасно нападать-то, потому что чем это закончится, этого всем понятно, что мировая катастрофа, все катаклизм. И до свидания. Кто жив-то будет там, я не знаю. Может, кто в тайге там где-нибудь живет. Поэтому никаких проблем не должно быть. Помогать они будут, да, там, украинцам, значит, но эта помощь-то она не нужна. Люди погибают, а им что нужно? Плацдарм нужен для того, чтобы просто это самое участвовать в какой-то, я не знаю, битве, да? Но больше ничего. Так как? Я думаю, нет. А почему? А почему? Ну, там все. Всему миру конец будет. Я думаю, что не вступит. НАТО вступит в открытое противостояние с нашей страной? Вполне возможно. А, это возможно, считаете? Конечно, возможно. А что в таком случае будет? Война будет, что будет? Пойдем воевать. Но они же настаивают на том, чтобы Украина продолжала войну. Из этого надо делать какие-то выводы, правда? А как вы считаете, чем это может грозить для России и для стран НАТО? Для стран НАТО? Это для Европы, что ли? Ну, для Европы, я думаю, ничего хорошего не будет. Ну, а России надо бороться. Как следует. Спасибо большое. Пожалуйста. А как вы считаете, странам НАТО более выгодная длительная война или короткая? Странам НАТО? Я не знаю, длительная война вообще, ведь все же ухудшается, экономика падает, народ страдает. И мне кажется, что просто в связи с этим длительная, ну Европа тоже ропщет, уже говорят, что хватит, все, даже помогать уже отказываются в Украине. Поэтому длительная война, ну не знаю, конечно, если бы Путин тогда как бы, может быть, бабахнул пару каких-нибудь нейтронных там бомб, вот, чтобы всех ненормальных там как бы завалить, вот, уничтожить, а остальное, ну, оставить, может быть. Не знаю, предлагать, он же предлагает всем украинцам, переходите, берите русские паспорта российские, живите нормально, вас никто не тронет. И ходите воевать-то. Ну их же там отлавливают половина, а половина просто зомбированные. Поэтому зомбированных уничтожать надо. Вот как они там это говорят, что даже что у них чуть ли не в Конституции уже записано о том, что убивают даже беременную женщину, потому что если она родит ребенка, он потом вырастет и отомстит. Вот. Ну, это какой-то нонсенс, какая-то глупость, я не знаю. Ну, только идиоты так могут рассуждать. Вот и все.
Так они уже в борьбе, все. Они уже воюют все против России, я так понимаю. А каким образом они это делают? Оружие кто им подает? Они. И самолеты вон сейчас, и танки эти леопарды, ну все, буквально все. А России помочь некому. Только надо нам всем поддерживать Россию. С нашей страной? Думаю, нет. А это им невыгодно будет. Вот. А почему не будет выгодно? Ну, большие затраты будут. Вот. И они потом будут вынуждены поскорее выйти с этой войны. Ага. Вот. А сейчас война им, получается, выгодна, да? Ну, не совсем выгодно, так как они денежные средства тратят в больших количествах. Вот. А если они вступят, то, ну, сами понимаете, будет для них еще хуже. Это нападет на нашу страну? Думаю, что нет. А почему? Зачем? Ну, они же говорят, что сейчас они уже участвуют. Кто говорит? По телевизору говорят. Ну, не знаю, пусть говорят. Пока, наверное, до этого не дошло дело, но в перспективе они боятся, но могут в определенном случае. А чем это может грозить нашей стране и странам НАТО? Ох, непредсказуемыми последствиями. Как вот сейчас будут развиваться события, все покажет. Ваши прогнозы, может такое случиться или это маловероятно? Ну, скорее всего, маловероятно. Они боятся чуть-чуть они связываться. Мы-то уже как бы в войне, а они, я думаю, маловероятно. И финальный вопрос, как считаете, как скоро все может завершиться? Завершится. Вот так. До лета, я думаю, завершится все. До лета. Это железно. Не будет там год, два, три, как они хотят. Ой, это сейчас, знаете, этот мир, это мир, грубо говоря, игры, обмана. Кто кого, грубо говоря, обманет. И производители обманывают всех, и кого угодно. Ну, есть прямой обман, а есть просто это самое непрямой, ну, как бы замаскированный. Ну, и все. Все играют. Это все игра. Все играют в игру, да? На коре земли, под солнцем, все играют. Вот и все. А как считаете, когда закончатся военные действия? А будущего никто не знает, только Бог знает будущее. Так он сказал. Что это самое. День Господень тоже никто не знает. Все замаскировано. Так что. Все понял. Молимся за воинов. Чтобы Господь Бог сам сказал, Иисус Навину, не страшитесь, не бойтесь, идите и воюйте, делайте дела свои, а я с вами иду. Вот так. Ну, то есть мы выиграем, да? Вы как считаете? Не насрать вообще. Ну, как бы, мы здесь живем нормально. У нас все хорошо. Да, все жалуются, что денег нахуй нихуя нет. Ну, там мы все. Ой, матюгаюсь. А на самом деле. Пойдем мы это водочки. Не, я Ну, мы за церковь, у меня там друзья сидят. Я на автомобиле. На машине, а мне там только освободились пацаны, я их встретить пошел. Понял. Вот, Вы, короче, думаете, что все будет у нас? Чего? Такого, а что плохого-то? Не, ну это что, ну как бы на деньги всех пенсионеров, ну натягивают, обманывают, ну а так нормально. Все, я понял. Все, по жизни нормально все. Вам все жалуются, говорят, мы живем плохо. Я говорю, вы чего, блядь, живете у вас по несколько машин, дачи, все, квартиры, блядь, у вас все есть, все плачут у нас. Мы живем плохо. Живут же все хорошо.